В Остине, жарком и шумном городе на юге Техаса, жизнь кипела с рассвета до заката. Асфальт здесь нагревался так, что по нему можно было жарить яичницу, а воздух дрожал от зноя и гудков машин. В этих улицах, где запах бензина смешивался с ароматом барбекю, жил молодой механик по имени Нейтан Миллер. Он работал в автосервисе «Харпер Гараж», небольшом, но известном месте на окраине города. За $18 в час он не жил богато, но чувствовал себя нужным человеком. Его руки всегда пахли маслом, ногти были черны от графита, но каждый день он уходил домой с чувством удовлетворения. Он любил машины так же, как другие любят музыку или море. Понимал их сердцем, слышал малейший сбой в ритме двигателя. Работа в сервисе шла как часы. Звонки клиентов, звон металла, журчание компрессоров. Над воротами висела старая вывеска, облупившаяся от солнца, а внутри стояла жара и духота. Нейтан привык к этому шуму и запаху, к гулу вентиляторов и радио, что играло где-то в углу. Ему нравилось возвращать к жизни то, что другие считали сломанным навсегда. Однажды вечером, когда солнце уже садилось за горизонт, окрашивая небо в медные и пурпурные оттенки, он ехал домой по трассе I-35. Дорога тянулась вдаль, словно лента, отражая последние лучи уходящего дня. В этот час поток машин редел, и ветер гнал по обочинам пыль. На одной из полос у самого края стояла старая Toyota Camry. Капот был поднят, из-под него поднимался густой белый пар. Рядом, беспомощно сжимая сумку, стояла пожилая женщина в простом платье. Она смотрела на мотор так, будто надеялась, что он сам оживет. Нейтан не мог проехать мимо. Он остановился, включил аварийку, вышел из машины и сразу почувствовал жар, исходящий от двигателя. В багажнике у него всегда лежали инструменты: гаечные ключи, провода, несколько хомутов и шлангов, канистра с антифризом. Это была не просто привычка, а часть его натуры. Он не мог быть без готовности помочь. Осмотрев мотор, он быстро понял, что случилось. Лопнул шланг системы охлаждения. Проблема не смертельная, но достаточная, чтобы машина закипела на жаре. Он заменил деталь, закрепил хомут, залил жидкость, завел двигатель, тот заурчал ровно и спокойно, словно благодарил. Женщина облегченно вздохнула. Нейтан не взял с нее ни цента. Он видел, что у нее в глазах усталость и тревога, а кошелек, скорее всего, пуст. Он просто кивнул и пожелал ей удачи. Когда он вернулся за руль, солнце уже село, и над шоссе разлился теплый сумрак. На следующий день в мастерской все шло как обычно. Звонки клиентов, запах масла, грохот инструментов. Но атмосфера была иной. Владелец, Ричард Харпер, бродил по цеху с мрачным видом. Он был человеком бизнеса, бывший брокер, решивший, что автомобили приносят прибыль так же, как акции. Для него каждая минута стоила денег, а каждый жест должен был иметь цену. Когда до него дошла весть, что Нейтан накануне чинил чужую машину бесплатно, он воспринял это как предательство. Для Харпера доброта без выгоды была слабостью, а бескорыстие – расточительством. Спор закончился быстро. Мастерская наполнилась напряжением, и вскоре Нейтан вышел за ворота с коробкой в руках, где лежали его инструменты и старые перчатки. Несколько дней он пытался найти новую работу. Он объездил десятки мастерских, звонил знакомым, оставлял резюме, но каждый раз получал отказ. Харпер позаботился о том, чтобы слухи пошли по городу, рассказывал, будто Нейтан ненадежный, работает в обход кассы, портит отношения с клиентами.
В Остине, где владельцы мастерских знали друг друга, такая репутация закрывала все двери. Сбережения таяли. Вечерами он сидел на своем крыльце, слушая, как вдалеке проносятся мотоциклы и сирены, и думал, где свернул не туда. Но внутри не было сожаления, лишь горечь от несправедливости. Через неделю он получил звонок. Мужской голос представился Майклом Стюартом, помощником миссис Грейс Ливингстон. Имя показалось знакомым, но Нейтан не сразу понял, почему. Майкл сообщил, что его начальница хочет встретиться с ним лично, чтобы поблагодарить за помощь на дороге. Через 2 дня за ним приехал черный Линкольн, блестящий как зеркало. Водитель был в костюме, сдержанный, вежливый. Машина повезла Нейтана к конференц-центру в центре Остина, где проходила презентация новой линейки автомобилей. Внутри все сияло, стеклянные стены отражали свет прожекторов, звенели бокалы, вокруг ходили люди в дорогих костюмах и вечерних платьях. Нейтан чувствовал себя чужаком в этом мире хрома и блеска. Но остался из уважения и любопытства. Когда ведущий объявил имя главы корпорации Livingston Motors, зал наполнился аплодисментами. На сцену вышла та самая женщина, которой он помог на трассе. Теперь она выглядела совсем иначе, уверенная, элегантная, с легкой улыбкой человека, привыкшего быть в центре внимания. Она начала речь не о бизнесе, а о людях. Рассказала историю о том, как ее машина заглохла посреди дороги, как мимо проезжали десятки машин, и как остановился один человек, простой механик, который не взял денег, не спросил имени, просто помог. Затем она назвала его имя. Зал зааплодировал, и прожектор выхватил из толпы растерянного Нейтана. Он поднялся на сцену, чувствуя, как внутри дрожит воздух. Грейс рассказала, что узнала о его увольнении, и назвала это примером того, как добро часто наказывается равнодушием. Она объявила, что создает благотворительную программу Road Angels, сеть механиков, готовых помогать водителям бесплатно. Руководить этой программой она поручила Нейтану Миллеру. В тот момент его жизнь изменилась. Зарплата – 50 тысяч в год, страховка, жилье, служебная машина. Но главное – ощущение смысла. Он снова мог делать то, что любил, и знать, что это важно. История разлетелась по новостям. Газеты писали о механике, уволенном за доброту. Телекомпании брали интервью. Люди писали письма поддержки, приносили в офис еду, предлагали помощь. А Ричард Харпер стал изгоем. Клиенты отвернулись, репутация его мастерской рухнула. Через несколько месяцев он продал бизнес и исчез из города. Нейтан же каждый день выходил из дома с легким сердцем. Он знал, что поступил правильно тогда, на дороге. Программа Road Angels росла, распространяясь сначала по всему Техасу, а затем по всей стране. Механики в жилетах с эмблемой ангела выезжали на трассы, помогали тем, кто остался без сил или средств. Через год Грейс назначила Нейтана директором по социальным инициативам компании. Он больше не просто чинил машины, он строил систему, в которой доброта имела место и ценность. Город часто вспоминал его историю как пример того, что даже самый маленький поступок способен изменить все. А каждое утро, садясь за руль, Нейтан вспоминал слова своего отца: «Помоги тому, кто в беде, и жизнь однажды поможет тебе». Теперь он знал, насколько это правда. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.